Севастополе затонул российский сторожевой корабль «Тарантул». Судно заметили во время разведки на пристани бухты Графской. Предположительно, корабль был подбит при атаке морскими дронами на военные объекты россиян в Крыму несколько недель назад. Это бывший украинский корабль, который оккупанты украли еще в 2014 году. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Китайский премьер отказался встречаться с Зеленским в Давосе. Есть премьер Китая, тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпинь принимает решения в КНР, а в Украине я принимаю решения. Редкий беспилотник долетает до Ленинградской области, но нескольким удалось атаковать нефтебазу. Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области в зоне досягаемости украинских сил. Новосибирск снова без тепла из-за третьей за неделю коммунальной аварии. В Госдуме не предлагают прекратить тратить деньги на войну, а хотят повышать тарифы. В течение последних практически 5 лет тариф особо не менялся, даже где-то понижался. Причем, наверное, не совсем обоснованно. Дорогие подписчики, не проходите мимо, а если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед! Китайский премьер отказался встречаться с Зеленским в Давосе, сообщило издание «Политика». Анонимные высокопоставленные источники издания в американской администрации утверждают, что китайская сторона намеренно отказалась от каких-либо встреч после того, как Россия призвала ее прекратить дипломатические контакты с Украиной. Как отмечает «Политика», это решение может говорить о том, что Китай не собирается добиваться прекращения войны в Украине. Вместо этого встал на сторону России, поставляя материалы военного назначения. Впрочем, президент Зеленский заявил, что и не планировал встречаться на форуме с премьером Китая, так как тот не является лидером страны. Есть премьер Китая, тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпинь принимает решения в КНР, а в Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые. Мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения. Европа ни в коем случае не должна позволить России выиграть войну в Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе. Европейцы должны приложить все свои усилия в этом году, чтобы помочь Киеву, независимо от итога президентских выборов в США. Мы сделаем все, чтобы попытаться удержать мир вместе, не поддаться риску раскола и попытаться выработать эффективную повестку дня, которая обеспечит, что Россия не сможет и не должна победить в Украине. Потому что на кону стоит Украина, наши ценности, наша коллективная безопасность в Европе, на Кавказе и во всем регионе. Поэтому для этого 2024 год станет ключевым для европейцев. Мы должны показать, что знаем, как обеспечить видимость и возобновить наши усилия, что бы ни происходило в Соединенных Штатах. А вот российскому агрессору, которого в Давос не позвали снова, остается только плеваться в бессильной злобе, что с успехом продемонстрировал главный хам их Министерства иностранных дел. Во время большой пресс-конференции Лавров вырыл ушат помоев на Запад, дело достойное, безусловно, главного дипломата РФ, и похвастался тем, что у него свои друзья есть. В частности, это, конечно же, такие близкие русской душе люди, как арабы, африканцы и талибы. Ну и по то ли мрачному, то ли оптимистичному прогнозу главы МИД РФ нет надежд, что Россия должна проиграть. Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. Ну, об этом уже многократно говорилось. Те, кто не учил историю, а таких много на Западе, и географию тоже, конечно, они мало знают, они могут на эти темы фантазировать. Ну, либо писать какой-то очередной сценарий для упомянутого квартала 95. Но к реальной жизни это не будет иметь никакого отношения. Российские войска ударили по Купянску, погибла мирная жительница, 2 человека пострадали. Частично разрушен многоквартирный жилой дом. Спасатели продолжают работы на месте обстрела. По данным местных властей, в больнице все еще находятся более 10 пострадавших от обстрела Харькова во вторник. Тогда армия РФ выпустила 2 ракеты по Холодногорскому району города. Пострадали 17 человек.
В больнице находятся 12 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Это женщины 39 и 43 лет, получившие тяжелое ранение и находящиеся в нейрохирургическом отделении. А также 77-летняя женщина находится в отделении токсикологии после отравления угарным газом. Состояние других пациенток врачи расценивают как среднее и легкое. Среди повреждений черепно-мозговые, обломочные поражения и переломы. Минувшей ночью войска РФ атаковали Украину 33 дронами, 22 из них удалось сбить, а еще несколько не достигли своих целей. Беспилотники запустили с территории Краснодарского края и Курской области. Силы ПВО Украины работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях, заявило командование воздушных сил ВСУ. По данным украинских военных, россияне активизировались и на море. Там стало вдвое больше ракетоносителей. Ракетоносіїв стало вдвічі більше. За довготривалий час, понад місяць, ми не спостерігали такої присутності. 2 ракетоносії надводні – це фрегат «Адмірал Макаров» і малий ракетний корабель. 16 ракет типу «Калібр» готові до застосування і, зважаючи на шукання шторму, більш помірну таку морську погоду, ворог цілком може застосувати і такий від озброєння. Зокрема, і активність ворожої авіації над акваторією Чорного моря може свідчити про підвищений інтерес і активність, що пов'язана з розвідувальною діяльністю. Беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области. Это случилось впервые, когда дрон смог залететь так далеко. Позже изданию «Украинская правда» источник в ГУР Украины сообщил, это была их работа. Это операция ГУР с задействованием современных украинских средств. Продолжается сбор данных, есть подтверждение попадания по целям. Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области в зоне досягаемости украинских сил. А вот Россия такие данные опровергает. Минобороны РФ сообщили, что беспилотник был сбит. О том, что дрон упал и взорвался на территории нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал», сообщают источники Астра. Совладелец нефтяного терминала поблагодарил Шойгу и Путина за блестящую работу ПВО. Российская противовоздушная оборона сработала молниеносно, впечатляюще. Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтики. Ну и кроме того, российское ПВО сбило целых 10 ракет над Белгородской областью. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Гладков. В одном частном доме в результате обстрела выбиты окна, в другом разрушен гараж. Повреждены также линии электро- и газоснабжения. Местная жительница получила осколочное ранение. Готовился записать утреннее сообщение. Увидел запуск ракет, прозвучал сигнал ракетной опасности, поэтому извините за небольшую задержку. По результатам утреннего обстрела страны вооруженных сил Украины, Белгорода и Белгородского района, 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома, выбитые стекла в Белгородском районе. В Новосибирске третья за неделю крупная авария на теплосетях. Второй прорыв случился накануне вечером, а очередной этим утром. Власти собираются ввести режим чрезвычайной ситуации. 13 человек обожглись кипятком. Жители более 400 многоэтажек остались без отопления. Из-за отсутствия тепла жители стали массово использовать обогревательные приборы, а это увеличило нагрузку на энергосистему. Теперь некоторые районы города еще и без света. Из-за аварии также пострадали несколько медицинских учреждений, в частности, 2 корпуса туберкулезной больницы и подстанция скорой помощи. Ночью температура в городе, согласно прогнозу погоды, опустится до минус 25 градусов. В городе организовали пункты временного размещения. Сейчас, по сути дела, мы смонтировали участок трубопровода поврежденного, который там находится. Заменили 1,5 метра трубопровода. Начали сварочные работы, полагаю, часам к 12 закончат сварочные работы и начнем заполнять тепловую сеть. И часам к 3 ориентировочно мы подадим ресурс на оставшиеся 366 домов, которые находятся в районе башни.
и, собственно, 62 дома, которые попали непосредственно под отключение. В Госдуме тем временем выступили со свежим предложением повысить цены на коммунальные услуги. Оказывается, из-за не меняющихся 5 лет тарифов и произошли массовые аварии в системе ЖКХ в России, пояснил депутат Гурулев. Хотя неделю назад Путин врал, что денег на модернизацию Минфин выделяет достаточно. Но Гурулев президенту, очевидно, не верит. Хотя ранее он призывал тех, кто не согласен с Путиным, изолировать или же уничтожать. В течение последних практически 5 лет тариф особо не менялся и даже где-то понижался. Причем, наверное, не совсем обоснованно. А причина в следующем. В том, что политику и экономику надо немножко разделить. Политически, наверное, верно было тариф не повышать, чтобы население там, как говорится, не ругалось, там, не возмущалось. Но ведь есть экономическая составляющая, ведь каждый год есть инфляция. И хотя бы на уровне инфляции этот тариф надо было повышать. А это, к сожалению, не произошло. И до сегодня сразу приходится повышать примерно на 15%, потому что ситуация аховая и деваться дальше некуда. 6 задержанным на протестах в Башкортостане назначили по 10 суток административного ареста. Об этом изданию «Верстка» рассказал один из задержанных, Денис Скворцов. Все 6 признаны виновными по статье о нарушении порядка проведения митинга. Глава Башкортостана заявил, что предатели призывают к партизанской войне в регионе. Также он обвинил их в попытке отделить республику от России. Силовикам поручено срочно найти в беспорядках украинский след. Можно одевать на себя такую маску такого доброго экоактивиста, патриота. На самом деле ситуация совсем не такая. Это группа лиц, из них причем часть находится за рубежом, которые оттуда, по сути, являясь предателями оттуда, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Вы представляете, о чем разговор идет? Поэтому это и Габасов, который судим за убийство. Это, маскирующийся под мирного чабана Фазиль Ахмедшин, который судим за наркотики. Вот эта вся компания, они постоянно пытались любую ситуацию, которая, естественно, будет возникать, есть определенные и социальные недовольства, есть нерешенные проблемы, но все это переводить в плоскость, экстремизма мы не позволим. Накануне в Башкортостане приговорили к 4 годам колонии одного из лидеров башкирских националистов Фаиля Алсынова. 2 дня тысячи жителей республики выходили на массовые протесты, первые с начала войны России в Украине, и требовали освободить активиста. Они не собирались расходиться даже после того, как в них кидали светошумовые гранаты и распыляли слезоточивый газ. Почти 120 участников митинга пострадали. 4 года назад в регионе уже были подобные протесты. Активисты выступали и выступают против разработки горы Куштау, местной святыни. Гору отстояли и местный глава, который в то время еще был президентом, вынужден был отступить, но все-таки заточил зуб на организаторов этого протеста. Но и сейчас другой причиной такой, которая отстартовала сегодняшнее и позавчерашние события, это как раз обида местного главы Радия Хабирова, который, увидев, что Фаиль Алсынов такой довольно харизматичный лидер, и у него есть потенциал, что он может вести за собой людей, а в это время, когда все, что мы видим, что происходит в России, особенно в такое время, когда там ожидают сакральные события, как избрание Владимира Путина на очередной президентский срок, такие ЧП они себе позволить не могут, и он, видимо, решил воспользоваться случаем и подать жалобу на Фаиля Алсынова, обвиняя его в разжигании межнациональной розни. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!